Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Барте, я психолог, магистр психологии, кандидат биологических наук. И вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения, слушаете мой очередной подкаст. И сегодня я буду говорить о том, что такое мазохизм, мазохистический радикал и как это связано с РПП. Давненько я не записывала подкастов. Сейчас у меня какой-то месяц подкастов, и поняла, что давненько я не записывала разборов случаев. Наверное, надо тоже взяться и какое-то количество случаев разобрать. Вот. Ну, это потом. Сейчас я рассказываю про мазохизм и о том, кто такие мазохисты. Во-первых, сразу хочу сказать, что все знают, кто такие мазохисты. Мазохисты — это такие странные люди, которым нравится, когда во время секса их мучают. Вот. Но я говорю вообще не об этих мазохистах. Я говорю о так называемом мазохистическом радикале психики или еще мазохистическом ядре. Это когда это не связано с сексом, не про людей, которые вот тебе просто нравится страдать, тебе нравится быть жертвой. Вот не про этих людей. Это про людей, у которых в психической реальности существуют очень четкие представления о том, например, что любовь достается через боль, что жизнь — это сложно, что жизнь — это страдание, что успех достигается через страдание. И вообще, что я живу, пока я страдаю. И я чувствую себя живым, пока я страдаю. То есть это на самом деле, если об этом подумать, наверняка вы знаете огромное количество людей. Если у вас РПП, то я думаю, что вы в себе нечто подобное замечаете. Особенно если у вас компульсивное переедание и булимия. В анорексии это тоже есть, но немножко меньше, хотя есть. Там есть целая группа людей с мощнейшим мазохистическим радикалом среди людей с анорексией. Ну так вот это представление о том, что все хорошее достигается через страдание, и более того, что страдание — это неотъемлемая часть жизни. Вот людей, у которых есть очень глубокое убеждение в этом, можно отнести к людям с мазохистическим радикалом. Что такое радикал вообще личности? Радикалом личности мы называем какую-то такую преобладающую черту. То есть некая такая черта в вашей личности, которая определяет то, как вы думаете, то, как вы чувствуете, то, как вы действуете в тех или иных ситуациях. Еще можно говорить про нарциссическое ядро, но нарциссическое ядро — это более... почему нарциссическое это? Мазохистическое. Но мазохистическое ядро личности, то есть ядро личности — это как бы ее суть, основа личности, самое главное, что есть в личности, от чего все, собственно, потом пляшет. Но ядро личности — это что-то гораздо более масштабное, чем радикал. А еще выделяют мазохистическое расстройство личности. Вот расстройство личности — это вот там, скорее всего, про такую зависимость, подчиненность, такой поиск страдания. Там могут быть всевозможные сексуальные девиации, вот связанные с мазохизмом. Вот это туда, это уже там все прям сильно много этого всего. Я сейчас говорю только о людях, и это очень многие люди с расстройством пищевого поведения, у которых можно заметить в психике мощный мазохистический радикал. Вообще выделяют разные типы личности, просто чтобы кроме мазохистического. Опять же, мне не нравится говорить мазохистический тип личности, не про РПП во всяком случае. Но вообще выделяют там психопатический тип, нарциссический тип, шизоидный, параноидальный, депрессивный, обсессивно-компульсивный или анаткасный
истерический или гистрионный, ну вот и мазохистический или саморазрушительный тип личности. Сам термин мазохизм придумал такой древний психиатр, ну не очень древний, это, по-моему, 19 век, Рихард фон Крафт Эттинг. И Эттинг, наверное, я правильно произнесла? Забыла, по-моему, да. Вот. О мазохизме много писал Фрейд, о мазохизме много писали другие аналитики. И вообще идея мазохизма – это такая идея, которая к нам пришла из психоанализа. Вот. И потом уже распространилась, и теперь мы все про это знаем. Как бы. Как бы. Надо сказать, что чтобы быть мазохистом, я прошу прощения за то, что я говорю мазохист, и опять же, это я просто для простоты, я не про все эти сексуальные штуки говорю. Чтобы иметь мазохистический радикал, не нужно рождаться с этим. Мазохистический радикал, так же как все остальные вот эти вот особенности личности, формируются в раннем детстве, как всегда, естественно, в взаимоотношении с родителем, точнее, с важным взрослым, или там этим взрослым может быть сиблинг, например, то есть брат или сестра. Но то есть, чтобы сформировался у человека мазохистический радикал, он должен родиться и расти рядом с плохим взрослым. С плохим. Плохой в широком понятии. То есть это может быть откровенно злой и жестокий взрослый, мучающий, избивающий. Гораздо больше, что интересно, для формирования мазохистического радикала в человеке, гораздо большее влияние на это имеет не физическое, а психологическое насилие, что интересно. И важно, чтобы сформировался этот радикал, нужно, чтобы вот этот плохой взрослый совершал какие-то действия, обязательный компонент, связанный со стыжением или унижением. То есть вот когда ребенка стыдят за то, какой он, когда ребенка унижают, когда в ребенке взращивают чувство вины, у него с большой долей вероятности может сформироваться мазохистический радикал. Что еще влияет на формирование мазохистического радикала? Проявление любви в страдании. Например, если родитель отстраненный, холодный, занятой, но когда ребенок заболел, родитель появляется и начинает заботиться. То есть ребенок чувствует любовь только тогда, когда ему плохо. И этого очень много, особенно в хаотичных таких булимических семьях, когда родитель все время занят собой, там чем-то непонятно чем, какими-то выяснениями отношений со вторым супругом, там что-то происходит бесконечно. Но когда ребенок заболевает, мама появляется, например. Вот эти две... Нет, еще третья есть составляющая. Это, конечно, при очень ранних этапах, когда вот объект привязанности причиняет боль. То есть объект привязанности, например, мама, она причиняет боль физическую, кричит на ребенка или она его сильно пугает. То есть, например, она ругается с отцом, происходят какие-то крики, мать пугает ребенка. И тогда тоже может, то есть причиняет ему психологическую боль. Тогда тоже может сформироваться мазохистический радикал. То есть, еще раз, 3 составляющих. Во-первых, стыжение, унижение, причем источником стыда должна быть семья. Вот я не сказала. Стыдить и унижать могут быть в школе, например. Но иногда вот сама семья вот она у нас какая-то, мы очень бедные, например, или папа пьет, мне стыдно, или мне стыдно привести друзей домой. В общем, мне стыдно за мою семью, за то, что она какая-то не такая. Вот иногда этого достаточно. В общем, должен быть стыд. Обязательно. Можно прям стыдить ребенка, можно унижать ребенка, а может сама семья вызывать такое вот ощущение стыда за себя, за то, что вот я какой-то такой, я из какой-то такой семьи.
Второе — это проявление любви в страдании, когда тебе плохо, тебя любят, и ты это видишь. И третье — это когда объект привязанности на самых ранних этапах, в раннем детстве причиняет боль. И, конечно, все это, вот это стыжение, проявление любви в страдании, причинение боли, мы можем называть вот этим плохим взрослым. Причем, что интересно, вот что важно понимать, мазохизм — это адаптация. То есть вот это вот принятие страдания — это такая неудачная попытка защититься от враждебности мира. Это не мое выражение, я где-то его подслушала. То есть мир враждебен, взрослый рядом со мной плохой, но мне как-то надо от этого защититься. И тогда мазохист, а точнее этот ребенок, который формирует в себе мазохистический радикал, делает то, что Саша Нахт называет реверсией агрессии. Этого очень много у анорексиков мы видим. У людей с компульсивным перееданием тоже. У анорексиков прямо открытая, явная агрессия с самоповреждением. Реверсия агрессии — это когда ребенок испытывает либо страх боли, физической или душевной, либо страх покинутости. И тогда, не имея возможности как бы вот справиться с этим агрессором, справиться с этим напряжением, с этим страхом, ребенок назначает виноватым себя. Он как бы принимает, интроицирует этого агрессора в себя, и у него, вот сейчас объясняю, что такое мазохистическая структура. Это когда в вашей личности есть внутренний критик или сверхя, или злой родитель, в зависимости от того, в терминах какого психотерапевтического направления вы рассуждаете. Но есть какая-то ваша часть, которая вас постоянно атакует. И она, вот ваша как бы, вот ваше внутреннее, она на вас кричит, она вас обзывает, она вас унижает, она причиняет вам боль. То есть, строго говоря, человек с мазохистическим радикалом — это не человек, который ищет кого-нибудь, кто его поунижает. Нет, у него внутри постоянно есть такая часть, и это практически все люди с РПП, все до единого. Вот этот вот мощнейший, очень агрессивный, вот это сверхя, которое постоянно нападает, унижает и причиняет боль. Почему это происходит? Потому что это такой способ совладания с агрессором. То есть когда у вас сначала у маленького ребенка у него агрессор внешний, причем, как я сказала, не обязательно, чтобы этот агрессор прямо на него нападал. То есть не обязательно, чтобы это был злой агрессивный родитель. Иногда это пугающий родитель, например. Иногда это родитель, за которого стыдно. Иногда это учитель, который стыдит и позорит в классе. Неважно. Но все равно составляющая в семье должна быть обязательно. То есть когда у ребенка любящая, принимающая, стабильная семья, если в школе что-то идет не так, он приходит и жалуется, и родители принимают меры. И таким образом он как бы совладает, не травмируется, потому что он с этим разбирается. Вот это принципиально важно. Когда за ребенка заступились и решили проблему, он не травмируется ни от буллинга, это все пресекается на достаточно ранних этапах. А когда в семье в самой непорядок какой-то, вот тогда, собственно, и происходит то, что там буллили в школе, унижали, и формируется мазохистический радикал. Но изначально, как я сказала, проблема должна быть в семье. Это семена должны упасть на подготовленную почву как бы. Так вот, мазохист не ищет боли, он как бы с ней соглашается. Ему надо как-то выжить в этом состоянии стыда и боли. Он не может противостоять, и он соглашается, что да, боль — это что-то, это часть жизни. Вот жизнь, она такая. Боль — это неотъемлемая часть жизни. И чтобы как бы вот этот агрессор находился под контролем, я создаю репрезентацию агрессора у себя внутри. Я сама агрессор. Когда я сама агрессор,
Когда источник боли — это я, это мои собственные мысли, я как бы контролирую этот процесс. Мне так, как это ни парадоксально, безопасней. Иметь агрессора внутри, атакующего, безопаснее, чем агрессор снаружи. Более того, если я разворачиваю агрессию на себя, если я осуществляю эту реверсию, если я себя назначаю плохим, то человек, который меня обижает, становится не таким уж плохим. Потому что то, что он делает, становится закономерным. То есть если у меня есть плохой взрослый, то он плохой, потому что это я плохой. Со мной по-другому нельзя, неправильно, и вообще жизнь — это боль, и это всегда так, и всех бьют, и вообще по-другому не бывает. Жизнь такая, у родителей тоже жизнь сложная была, вот жизнь сложная, поэтому со мной так обращаются. И тогда человек, этот агрессор, он не такой уж плохой агрессор. Потому что психика детская устроена таким образом. Нам нужен хороший родитель, нам нужен человек, про которого мы будем верить, что он нас будет защищать и действовать в наших интересах, что он нас любит. Ну, если он нас при этом бьет или унижает, или кричит на нас, или пугает нас, то это потому, что с нами что-то не так. Он-то хороший, это со мной что-то не так. Поэтому я воспроизвожу в своей психике копию, иногда гораздо более агрессивную, этого человека. И этот человек не просто атакует меня, он как бы хочет, чтобы я изменился в лучшую сторону, и тогда мир станет для меня безопаснее. Вот так это работает. То есть еще раз, мазохист, если мы говорим о мазохистическом радикале в психике, это не тот человек, который хочет, чтобы ему было плохо. Он не считает, что плохо — это что-то неприемлемое, недопустимое, это что-то, что я должен прекратить. Для него плохо — это нормально. Более того, для него плохо — это как должно быть. Если перестает быть плохо, значит, что-то не так, что-то неправильное происходит. Потому что жизнь — это страдание, потому что все хорошее достигается через страдание. Если легко, значит, что-то не так, я иду куда-то не туда. Если мне вдруг легко, если мне нравится моя работа, если я счастлив в отношениях, если у меня есть все, что я хочу, я иду куда-то не туда. И тогда действительно происходит так называемый поиск страдания. Человек находит, что в его жизни не так, и фокусируется на этом. Если все хорошо, я найду, что плохо, и сфокусируюсь на этом, потому что тогда все так, как должно быть. Вот это важный момент. Вот. Так вот, как выглядит этот мазохистический радикал со стороны, что человек делает, как это проявляется. Во-первых, человек с мазохистическим радикалом любым способом сохраняет образ хорошего, близкого, хорошего агрессора. Он оправдывает, он объясняет, он говорит, если бы меня не били, еще неизвестно, что бы из меня выросло. Например, он говорит, их самих так воспитывали, они не знали, как надо. Это мы сейчас все такие умные, к психологам ходим, а они не знали, они растили как умели, любили как умели. Но это как бы понятная история. Интересная история для людей с мазохистическим радикалом, когда они идеализируют свои семьи. Они в упор не видят и не признают проблем, которые там существуют. Например, женщина с мазохистическим радикалом не считает, что то, что муж пьет, бьет и изменяет, это какая-то проблема. Он все равно хороший. Он хороший человек и хороший отец. Да и муж неплохой. Потрясающее впечатление производит, когда человек приходит на сессию к психотерапевту, рассказывает что-то
ну прям откровенно плохое про свою семью, но при этом он убежден, что у него прекрасная семья. У него он рассказывает, как им злоупотребляли, он рассказывает, как его унижали, он рассказывает, как к нему плохо относились и плохо с ним обращались. И при этом говорит, у нас замечательная семья. У меня было чудесное детство, у меня прекрасные родители, братья, сестры, мы все такие дружные, мы все любим, мы один за одного. Но при этом истории, которые происходят в его жизни, абсолютно этому противоречат. Вот это тоже такой характерный признак людей с мазохистическим радикалом. Им очень важно, чтобы их семья и их близкие были хорошими. Второй признак очень явный – это запрет на гнев. Люди с мазохистическим радикалом могут злиться только на себя. Они не злятся ни на кого. Они не злятся, когда их обижают. Они не злятся, когда Они могут расстраиваться, они могут обижаться, они могут огорчаться, но они не злятся, когда по отношению к ним поступают плохо. Там злоупотребляют чем-то, нарушают их границы, они вообще не злятся. Или, например, они злятся на... То есть я могу разозлиться... Извините. Глотну чайку. Я вообще-то могла бы вырезать этот кусок, но я не буду. Потому что я не идеальна и не обязана быть идеальной. Так вот, они, например, могут разозлиться на своего ребенка, но не могут разозлиться на коллегу, или на брата или сестру, или на родителя. Просто не могут. Их просто не злит. Вот. Еще один пункт важный, признак людей с мазохистическим радикалом, это то, что они чувствуют и говорят, что они не заслуживают, что они недостойны, что они заслуживают наказания, что, более того, люди с мазохистическим радикалом склонны отказываться от хорошего. То есть им предлагают что-то хорошее, а они отказываются. Они не верят. Им говорят, что их любят, а они не верят, например. И, что еще хуже, они разрушают свое хорошее. Как я сказала, есть два способа. Обычный и радикальный. Обычный для любого человека с мазохистическим радикалом способ справляться с хорошим – это найти плохое и сфокусироваться на этом. Неважно, что это. Чем больше плохого, тем лучше. Например, вы нашли работу, о которой, или там у вас, не знаю, у вас какая-то работа, вы создали какое-то дело, вы хотели, вы мечтали, у вас получилось, и вы начинаете страдать от того, что у вас слишком много работы. Вы хотели, чтобы ее было много. Вы запланировали прекрасное путешествие, а потом начинаете страдать от того, что надо туда ехать. И это будет сложно и утомительно. Очень характерная черта переедающих людей – это когда они, например, вот человек с компульсивным перееданием, у него стало все получаться, он там сбрасывает вес, у него все хорошо. И в какой-то момент, когда он понимает, что он уже приближается к своей цели, он вдруг начинает есть. Он вдруг, вот у него там полгода все шло прекрасно, и когда уже по сути все, он вдруг начинает есть и начинает из-за этого страдать, например. Или когда у меня просто в жизни все хорошо, все успешно, я иду и наедаюсь. Просто потому что теперь я страдаю из-за того, что я опять наелась или наелся. То есть такое как бы разрушение хорошего происходит. Очень характерная черта для людей с мазохизмом – это вина за удовольствие и успех. Когда человек получает удовольствие, когда он радуется, или когда в его жизни происходит какой-то успех, человек испытывает за это вину. Потому что у других такого нет, потому что я не заслужил, потому что это все как-то нехорошо и плохо, и что-то я радуюсь. То есть очень-очень характерный признак. Часто люди с мазохистическим радикалом ищут спасителя.
и кого-нибудь, вот кого-то, кто их полюбит, и тогда их жизнь наладится. Какой-то идеальной любви, какого-то идеального друга или идеальную подругу. Очень характерно для подростков с анорексией, вот каких-то идеальных отношений. И, конечно, периодически люди с мазохистическим радикалом находят преследователя, то есть какого-то человека, который отравляет им жизнь. Хотя, зря я сказала очень часто такой преследователь внутри, его искать не надо. Вот. Происходит у людей с мазохизмом то, что называется интернализация зла. То есть, когда человек с мазохизмом пытается контролировать окружающую среду и окружающих людей через свое поведение. Сейчас вспомните, пожалуйста, мои видео про плизеров, например, мое видео про контроль. Я, наверное, дам ссылки на них. Когда я изменю себя, чтобы изменился мир, потому что я плохой. Это из-за меня все, это из-за того, что я плохой. Я пострадаю, и тогда все станет хорошо. При этом хорошо не станет никогда, потому что мир такой, в нем хорошо не бывает. В нем всегда все плохо. Поэтому хорошо стать не может. Но я как бы имею такую надежду, что сейчас я как следует пострадаю, я помучаюсь, я как следует напрягусь, и тогда все станет хорошо. Забавный такой, в кавычках, признак людей с мазохистическим радикалом: они не лечатся, они не ходят к врачам. Если у них что-то болит, они не ходят к врачам. Они по-разному это объясняют, потому что да какая разница, да не поможет, да страшно, да вдруг что-то найдут. Они часто бывают ипохондриками, при этом они как бы, все время они либо не лечатся, то есть, либо они не лечатся, но при этом все время выискивают у себя какие-то болезни и не успокаиваются, если врачи говорят, что их нет. Вот. Не то, что у меня что-то заболело, я пошел, вылечился и хожу довольный. Это не про этих людей. К сожалению, люди с мазохистическим радикалом склонны выбирать плохих партнеров, мужей и жен. Они с ними страдают. Причем, вот я как психолог скажу, что выбирать себе партнера — это вообще лотерея. Вы, конечно, можете там обращать внимание на какие-то откровенные красные флаги, но это все равно лотерея. Вы все равно узнаете, что перед вами за человек после того, как по русской поговорке сидите с ним 3 пуда соли. Потому что надо посмотреть на человека в разных ситуациях. Какой человек в счастье, какой человек в несчастье, как он поведет себя, когда заболеет, как он поведет себя, когда вы заболеете, как он поведет себя, когда у вас проблемы, как он поведет себя, когда у него проблемы, как он поведет себя, когда вы там, не знаю, перестанете быть красивой и так далее, и так далее. И на это нужно время. И вас всегда могут подстерегать сюрпризы. Но человек без мазохистического радикала, когда видит, что ему плохо в отношениях, он уходит. А человек с мазохистическим радикалом не уходит. Поэтому люди с мазохистическим радикалом очень часто находятся в отношениях, в которых они страдают, в которых им плохо, где с ними плохо обращаются, где их не уважают, где их обижают, где им изменяют, где их бьют и так далее. Ну и еще такой признак людей с мазохистическим радикалом, одновременно и благородный тоже, они жертвуют собой ради других. Вообще жертвовать, вот сейчас важно сказать, почему иметь мазохистический радикал — это вообще-то нормальная биологически обоснованная вещь. Любому обществу нужны люди с мазохистическим радикалом, потому что это люди, которые пожертвуют собой. Это люди, которые не испугаются трудностей. Это люди, которые способны выдерживать боль и страдания. И, например, такие люди, они жертвуют собой. Проблема в чем? Они жертвуют собой там, где не надо. Есть ситуации, когда надо пожертвовать собой. Например, известная история, спасая своих детей, например.
Но они жертвуют собой там, где жертвы не требуются. Они все равно склонны с собой жертвовать. Вот. Что касается того, что они не уходят из плохих отношений, справедливости ради сказать, что они не уходят вообще оттуда, где им плохо. Они не уходят с плохой работы, например. Они не ищут какой-то, не переезжают в какое-то более хорошее место. Они остаются там, где им плохо, в каких-то плохих квартирах, в каких-то плохих условиях и все такое прочее. И мы иногда, нет, почему иногда? Очень часто, я просто говорю и одновременно думаю, очень часто люди с мазохистическим радикалом, я уже об этом сказала, как вот с похудением, они саботируют свой успех, то есть делают что-то, чтобы успеха не достичь. Но это бывает реже. Чаще они отрицают свой успех. То есть они достигают чего-то и такие, ай, фигня, неважно, не имеет никакого значения. Потому что, как я уже сказала, жизнь — это страдание. И успех — это страдание. И если у меня все хорошо, то что-то не так. Потому что все всегда плохо. Поэтому даже если вы добиваетесь какого-то успеха, важно его отрицать. Характерный признак еще один – это когда человек с мазохистическим радикалом, он сам себя как бы умаляет. Он говорит, да я глупый, да я не очень умный, да у меня нет талантов, да я не очень-то способен. Другие, да, другие могут. Другие вон что. А я-то, я же не могу. Это очень характерно для людей с компульсивным перееданием и для людей с анорексией. Люди с булимией тоже о себе не очень высокого мнения, но они хотя бы считают, что если они как следует постараются, то смогут. А вот люди с анорексией, хотя они очень много стараются, они стараются, чтобы только дотянуться до других, хоть как-то приблизиться к другим. В то время как люди с компульсивным перееданием даже не стараются, они понимают, что это бесполезно. Понимают в кавычках. Им так кажется. И еще один такой более редкий признак, но тоже встречающийся чаще, чем можно себе представить, у людей с мазохистическим радикалом могут быть фантазии о насилии. Особенно, если эти люди пережили насилие в детстве. И у них могут быть такие вот фантазии о том, как их, например, унижают, как их избивают, как они попадают куда-нибудь в какую-то ужасную ситуацию и там страдают, и фантазии об изнасиловании. Они могут быть не обязательно приятные фантазии, но они появляются. Это не обязательный признак. В чем проблема с мазохистическим радикалом? Проблема с мазохистическим радикалом в том, что невозможно быть счастливым. То есть еще раз, вот это представление о том, что я страдаю и мне классно, неверное. Я страдаю и мне плохо. Невозможно быть счастливым, когда вы живете с выраженным мазохистическим радикалом. Ваша жизнь действительно представляет собой череду каких-то тяжелых событий. И чем ярче выражен у вас мазохистический радикал, тем хуже и тяжелее у вас в жизни. Вы как будто вообще не можете порадоваться ничему хорошему. Потому что если происходит что-то хорошее, обязательно что-то это хорошее затмевает. То есть, как я сказала, если я наконец-то добилась на работе того, что я хотела, то, к сожалению, теперь мне придется очень много работать, и я из этого очень страдаю. Это касается больше всего булимиков, например. То есть они чего-то добиваются, а когда они этого добиваются, они испытывают не разочарование, а такой страх, что теперь же придется с этим как-то справляться. Вот. Но это еще связано со страхом жизни, не только, собственно, с мазохистическим радикалом, но и с мазохистическим радикалом тоже. Проблема с мазохистическим радикалом в том, что люди, как я сказала, жертвуют собой там, где не нужно этим жертвовать. Есть исследователи, которые вообще говорят, что материнство, например, построено на мазохизме, то есть на принесение себя в жертву. То есть сначала женщина 9 месяцев сдает свое тело в аренду другому человеку,
со всеми вытекающими токсикозом, отеками и прочими радостями. Потом она сдает свое тело в аренду еще на пару лет на грудное вскармливание этому ребенку. Она должна его защищать, она должна от себя все отрывать. То есть там радость материнства, как бы, конечно, есть, но тем не менее такое представление о том, что родительство — это мазохизм, существует. Не знаю на этот счет, ничего не могу сказать, просто говорю, что такое представление есть. Но вообще самопожертвование может выражаться в разных сферах. В семье, на работе, с друзьями. Это когда вы отдаете свое, то, что вам самому нужно причем. Когда вы жертвуете своим временем, своим здоровьем, своими силами, хотя вам самому это нужно. Когда вы делаете для других то, что они сами должны были бы для себя сделать. Вот. Когда вы не просите о помощи, когда вы беретесь за то, из-за чего вам потом плохо, остаетесь в отношениях, в которых плохо. То есть жить с мазохистическим радикалом — это не про то, что я страдаю и мне классно. Хотя многие люди, например, говорят, что когда они вот это сверхя, вот этот жесткий критик атакует и нападает, и оскорбляет, в каком-то смысле они чувствуют удовлетворение в этот момент. Как будто даже удовольствие. Они ловят себя на этом. Так вот, такое садистическое. Почему они чувствуют в этот момент удовольствие? Потому что я контролирую процесс. Это я агрессор. Это не надо мной совершается насилие, это я совершаю насилие. Значит, я сильный, значит, я не погибну. И вот это такой способ как бы интернализировать, вырастить в себе собственного агрессора, чтобы его контролировать. Чтобы это я сильная, это я унижаю, а не меня унижают. Это я наказываю, а не меня наказывают. Это я делаю. Я не слабый в этот момент, когда я наказываю и я атакую. Вот. И еще одна очень большая проблема — то, что психоаналитики называют смертоносным мазохизмом. Еще одна проблема жизни с мазохистическим радикалом. Что такое смертоносный мазохизм? Смертоносный мазохизм. Вообще смысл вот этого интернализации агрессора, да, и смысл, собственно, страдания в том, чтобы снять напряжение. То есть если в вашей жизни происходит что-то плохое, то вы от этого испытываете большое напряжение, большое страдание. Если вы нормализуете это страдание, вы говорите по-другому не бывает, то напряжение снижается. Если вы как бы принимаете тот факт, что жизнь полна страдания, и тогда напряжение снимается через вот это принятие. Но бывают ситуации, когда принять не удается, когда напряжение слишком сильное, оно превышает емкость вашей психики, вы не можете его вместить. И вот когда напряжение снять не удается, мазохистическое движение на саморазрушение не останавливается. То есть если я принимаю, что жизнь — это страдание, я перестаю как бы себя разрушать в этот момент. А если я не принимаю, я продолжаю себя разрушать, и в конце концов я прихожу не просто к разрушению своей личности, своего тела, а к уничтожению своей личности и своего тела. Еще раз, это очень важный момент для людей с РПП, потому что люди с РПП — это люди в огромном большинстве, не скажу большинстве, никогда не считала, в огромном проценте это люди с выраженным мазохистическим радикалом. Меньше всего их среди анорексиков, а больше их среди людей с компульсивным перееданием и булимией. Это люди, которые разрушают свое тело и в итоге могут уничтожить себя. Вот этот именно смертоносный мазохизм очень характерен не для булимии, кстати говоря, потому что в булимии много жажды жизни, а для анорексии и компульсивного переедания.
Среди анорексиков есть такая группа, которая в какой-то момент, они перестают как бы бороться, они сдаются. Они говорят, все так плохо и ужасно, что я самоуничтожаюсь, все, я умираю. И они умирают. И среди людей с компульсивным перееданием есть такие люди, которые говорят, жизнь так сложна, так безрадостна, в ней столько боли, что я отказываюсь бороться, и я буду умирать. И они умирают. Они уходят в еду, разрушают свое тело и умирают. То есть анорексики уходят в отказ от еды и умирают, а люди с компульсивным перееданием в еду и умирают. И все это сопровождается двумя важными такими состояниями. Это сопровождается тремя: глубокой депрессией, изоляцией социальной и чувством безнадежности, чувством невозможности что-то сделать с этим миром, который суть страдания, и невозможность жить в мире, который суть страдания, и невозможность выдержать это страдание, и невозможность принять это страдание. Если вы замечаете в себе, если вот после моего рассказа вы поняли, что у вас это есть, и вам это мешает, а это 100% вам мешает, потому что, как я сказала, это вообще не про счастье, и не про радость жизни, и не про наслаждение жизнью, и не про то, чтобы принимать жизнь такой, какая она есть. Потому что если вам кажется, я принимаю жизнь такой, какая она есть, то есть я принимаю, что жизнь — страдание. Нет, жизнь разная. В ней есть боль, а есть радость. В ней есть страдание, а есть счастье. В ней есть разочарование, а есть любовь. В ней есть наслаждение. И психическое здоровье состоит в том, чтобы принимать свою реальную жизнь, не такую, какой она должна быть, не такую, какую вы придумали, не какую-то идеальную жизнь, не какую-то фантастическую жизнь, а вот эту жизнь, которая у вас есть, и наслаждаться ею, и получать удовольствие в каждом дне. Вот не в идиотическом смысле, да, такой, я такой счастливый дурачок, мне вообще хоть бы что тут, камни на землю падают, а я такой, класс, камушки. Не в этом смысле, мы же разумные люди. Не видеть в жизни только плохое, а видеть в жизни все, и плохое, и хорошее. Так вот, если вы заметили, что в вас есть этот мазохистический радикал или мазохистическое ядро, я вам скажу, что с этим делать, как вы можете с этим работать. Конечно же, как всегда, рекомендация пойти в терапию, не без этого, но что вы можете сделать сами? Во-первых, найдите это ваше суперэго, этого вашего интернализованного, неважно, агрессора. Этот интроект найдите. И поймите, идентифицируйте его, поймите, чьими словами и чьим голосом он с вами разговаривает. Если вам кажется, что это вы сами, да, это вы сами. Но сначала это был кто-то другой, это был чей-то образ. Кто этот человек, образ которого вы приняли в себя и вырастили своего собственного внутреннего атакующее суперэго? Найдите его. Второе. Осознайте, что и почему вы делаете. Осознайте, что мазохизм — это адаптация. Это адаптация. Адаптация, то есть это такое согласие со страданием. Это вы так адаптировались, чтобы сохранить единство с тем плохим взрослым изначально, чтобы сохранить единство с источником вашей боли. Мазохизм — это адаптация, которая позволяет вам не уходить из болезненного контакта. И поэтому вы так себя ведете. То есть, еще раз, осознайте, чей образ, чьи слова вы интроицировали, кто этот человек. Осознайте, что с вами произошло и почему с вами произошло. И осознайте, отследите у себя эти мазохистические проявления.
и воспринимайте их как адаптацию к тому, чтобы сохранить единство с плохим взрослым. Там, в детстве. Третий пункт. Вы должны делать все наоборот. Это очень важный пункт. Вы должны делать вот все, что вы как человек с мазохистическим радикалом не делаете. Значит, как человек с мазохистическим радикалом вы делаете что? Вы самоуничижаетесь, вы говорите, да я какой-то убогий, вы боитесь успеха, вы чувствуете себя неспособным, недостойным, недостаточно хорошим, вы чувствуете, что вас нужно наказать, вы чувствуете, что вы не заслуживаете, кто-то другой больше заслуживает, больше, чем вы, чтобы быть счастливым, богатым, красивым и успешным. Делайте все наоборот. Во-первых, хвастайтесь. Хвастайтесь и говорите о своих успехах. Говорите себе, говорите другим. Повесьте свои грамоты и дипломы на стенку. Хвастайтесь, делайте фотографии на их фоне. Выкладывайте в соцсети истории о том, как вы здорово поработали, чего вы добились, какой вы были молодец, свои успехи там в чем угодно. В чем угодно, от спорта до «посмотрите, как шикарно я попутешествовал». Вот все, что вызывает у вас недоумение и презрение, типа нормальные люди так не делают, вот делайте как ненормальные люди. Хвастайтесь своими успехами, говорите о них, гордитесь своими успехами. Это принципиально важно. Второе. Введите в свою жизнь принцип «мне должно быть хорошо». Неважно, верите вы в это или не верите, вам должно быть хорошо. Кресло должно быть удобным. Подушка должна быть подходящей. Одеялко должно быть таким, как вы любите. Кофе должен быть вкусным. И неважно, там он дороже, дешевле, за ним надо куда-то идти. Вам должно быть хорошо. Этот же принцип распространяем на отношения, на работу, на учебу. Подпункт этого принципа все время задавайте себе вопрос, соответствует ли это моим интересам. Поработать побольше, соответствует ли это моим интересам. Кто-то одалживает у меня карандашик, соответствует ли это моим интересам. То есть мне вообще это в моих интересах или нет? Помните о своих интересах, помните о них, помните, что вам должны доплачивать, что соседи не должны шуметь по ночам, что все вот это. То есть вам должно быть хорошо. Это прямо принцип, которому вы должны следовать, даже если в него не верите, так же, как и пункт 1. Просто делайте это. Просто задавайте себе все время эти вопросы и следите, чтобы вам было хорошо. 3 пункт. Озадачьтесь тем, чтобы найти и сформулировать свои желания. У мазохистов проблемы с желаниями, потому что они испытывают вину за то, что им хорошо. Озадачьтесь желаниями, чего вы хотите. Думайте о том, чего вы хотите. Прям садитесь и записывайте на бумажку, чего вы хотите. Потом эти желания нужно будет, как вы понимаете, реализовывать. И 4. У людей с мазохистическим радикалом проблемы с надеждой. Они не верят в то, что когда-то будет хорошо, потому что всегда было плохо. Поверьте, убедите себя, скажите себе, что должно быть, поскольку должно быть хорошо, значит будет хорошо. Будет. Надейтесь на то, что все наладится. Надейтесь на то, что вы совсем справитесь. Говорите себе, я совсем справлюсь. Да все наладится. Да нормально все будет, чего я? Да все будет классно. Растите в себе надежду. И еще один пункт, менее важный, чем все предыдущие, но, кстати, надо было это объединить с пунктом, что мне должно быть хорошо. Научитесь просить помощи. Не делайте все сами. Не надо страдать.
Есть специальные люди для всего. Есть коллеги, есть ваши близкие, есть ваши друзья, есть специально обученные люди. Не надо страдать. Обращайтесь к ним, пусть они делают вам хорошо. Это прям принципиально важно. Ну да, зря я это вынесла в отдельный пункт. Это про принцип «мне должно быть хорошо». Еще раз, что делать, если вы заметили у себя мазохистический радикал? Хвастаться своими успехами и гордиться ими изо всех сил, гордиться ими публично и хвастаться публично. Второе. Введите в свою жизнь принцип, что вам должно быть хорошо, и отслеживайте свои интересы. Третье. Сосредоточьтесь на том, чтобы сформулировать, понять, найти свои желания. Прям сосредоточьтесь на этом, прям проделайте эту работу и начинайте убеждать себя в том, надеяться на то, что все будет хорошо. Потому что депрессия и безнадежность – это составляющие черты мазохистического радикала личности. Надежда на то, что жизнь будет классной. Прямо культивируйте ее в себе, прямо находите эти мысли и прямо повторяйте. Вот, наверное, я рассказала все, что я хотела рассказать про мазохистический радикал и про мазохизм, и про то, как это связано с РПП. Не впадайте, пожалуйста, в смертоносный мазохизм. Обращайтесь за помощью, это очень важно. Ну и под конец хочу сказать, что не забывайте про нашу конференцию. Регистрация на нее идет, все еще открыта. Ссылка на страницу конференции будет в описании к видео. Подписывайтесь на мои каналы в YouTube и Рутюбе, комментируйте, репостите, ставьте лайки, я всегда очень благодарна за это. Подписывайтесь на мои социальные сети, не забывайте про мой телеграм-канал, тоже ссылка будет в описании. Ну и, собственно, все, ищите меня в социальных сетях, если я вам нужна. Пока!